Поехали! Жарко, не жарко, хочется, не хочется, а помидорки на зиму закрывать нужно, хозяюшки. Привет, с вами Ух Ты Кухня. Так быстро помидоры я еще не закрывала, решила поделиться и с вами. 10 килограммов помыла, вода уже кипит, банки тоже помыла, ничего стерилизовать не нужно. Начнем с первого рецепта. Поехали! Берем помидоры. Я беру вот такие вот небольшие, среднего размера, плотные, упругие помидоры. Для того, чтобы они остались целыми, после заливки кипятком я их накалываю вилкой крест-накрест. Все, и бросаю в бутыль. Знаю, сейчас вы хотите задать мне вопрос, а как же специи? А в том-то и дело, хозяюшки, никаких специй. Уж поверьте, в том году закрыла на пробу эти помидорки. Это просто вкуснятина. Попробуйте хотя бы пару баночек. Вас удивит их вкус, без специй. Сначала укладываю крупные, а под конец... Такие есть. Да. Можно немножко их потрусить, чтобы больше вошло. И сейчас беру и заливаю крутым кипятком. Под полные завязочки. Накрываю крышкой. И это так же самое. На 2 банки мне понадобилось 3 литра воды. Накрываю крышкой и оставляю помидоры на 15-20 минут. Пусть прогреваются. Ой. Ну а теперь второй рецепт. Вы меня просили, чтобы я им поделилась. Это помидоры в собственном соку. Беру плотные хорошие помидоры и делаю надрезы крест-накрест. Не глубокие и все же есть. Вот так вот. Оп. Оп. Выкладываю в подходящую посуду. И заливаю крутым кипятком. Так, чтобы хорошо покрыло томаты. Все. Класс. Прикрою крышкой на 2 минуты. Это кто спрашивал название сковородки? Да, вот один опознавательный знак. Для этого рецепта мне понадобится томатный сок. Но у меня нет соковыжималки, поэтому беру помидоры, нарезаю на кусочки. Вот так вот, грубо. Не, все некрасивое вырезаем, конечно же, хозяюшки. Готово. Ставлю на огонь. Накрываю крышкой и тушу 15-20 минут. Время от времени перемешиваю. Что наши помидоры? Можно сливать воду. Поехали, Сережка, со мной. И сразу заливаю холодное. Прям ледяное. Да, у меня есть, только достала бутылку, немножко потаяла. А эти баночки нужно простерилизовать. Я это делаю в микроволновке. Наливаю воду, а сюда крышки сразу. 4 крышки. Все. Это на огонь, а банки в микроволновку. 5 минут. Ох! Ничего, они сейчас осядут. Только пустят сок и сразу осядет. Ну а я поехала чистить помидорки. Берем и снимаем кожицу. Проще простого, хозяюшки. Ну, я ложу камеру и тоже тебе покажу. Да, давай, потому что у нас еще одна миска залита. Красота получается. Все. А как это вкусно зимой, когда за окном холодно, а на столе воспоминания о лете. Скажите, классно. Вообще шикарно. С такими помидорками можно и борщик вкусный приготовить, и капусту потушить. И что мы еще? И просто мы их так едим, да? Вот так вот. Все рассказала. Прошло 15 минут. Закончим с этими помидорами. Маринад. Хозяюшки, даю рецепт на 1 литр маринада. Здесь у меня литр воды. Понадобится 1 столовая ложка соли с небольшой горочкой. Сюда же 4 столовые ложки с небольшой горкой сахара. 3, 4. Перемешиваю и довожу до кипения. А пока солью воду. Какие красивые, яркие. Когда вода закипела, еще раз перемешаю, выключаю нагрев и добавляю на 1 литр воды 4 столовые ложки 9% уксуса. Можно яблочный. Тогда 5. Снова перемешиваю и быстренько заливаю в бутыль. Под самые завязки, полную-полную. Накрывай, Сережечка, крышкой. Давай. Опа, молодец. И сюда. Поехали. Теперь мой выход. Да, все, закатывай. А я пока помидорки посмотрю, что у меня здесь. Ух, красота какая. Тра-та-та. О, еще 5 минут. И измельчаю с помощью блендера. Хочу обратить ваше внимание, хозяюшки. Если у вас ножка пластмассовая, пластиковая, нельзя делать. Нужно подождать, пока остынет. А железной можно прямо 4 сейчас. ножа. 4 ножа, муж сказал показать вам. У нас блендер 4 ножа и мощность 1000
штуковин вот этих вот. Как они? 1000 ватт. Ватт. Солнышко, Да, короче, поехали. я ж тебе что говорил? Говорил. Класс. Густой, яркий такой. Все. Какие-то 2 минуты, и томат готов. Хочу показать, какой он. Есть фрагменты семечек, фрагменты кожицы. Я так и оставлю. Можно, конечно же, перетереть через сито, но, честно, я не буду заморачиваться. Этот сок я использую в борщ, в подливку, так что можно оставить и так. Зато по времени все очень быстро. Все. Этого томатного сока много, поэтому разделю. В кастрюле оставляю 2,5 литра и снова ставлю на огонь. Видишь, какая я умница? В твоих рукавичках. И крышечки уже готовы. Опа. Вареные крышки. Так, хозяйка. О, класс. Томатный сок закипел. На литр томатного сока я добавляю 1 столовую ложку соли. Соответственно, у меня здесь будет 2,5. И на 1 литр 2 столовые ложки сахара. По желанию можно добавить несколько горошин душистого и черного перцев. И одну люблю гвоздику. Можно не добавлять, как любите. Перемешиваю. Ну и сейчас помидорки выкладываю в томатный сок. Аккуратно. Лайфхаком поделилась. О, когда уже немножко можно прямо вот так. Опа! А для того, чтобы получилось совсем вкусно, я вам рекомендую, хозяюшки, обязательно попробовать подливку на свой вкус. Никто вам не даст идеального рецепта, только ваши вкусовые рецепторы. У меня уже слюнки текут. Вкусно. Когда в кастрюле все закипело, варим ровно 5 минут, не больше, чтобы помидоры остались плотными, целыми и красивыми. Все, я прямо время засекла. По истечении 5 минут можно уже раскладывать помидорки по банкам. Аккуратно. Кастрюля продолжает все кипеть. Мои хорошие. И еще один, да? Опа. Осторожно. Заливаю томатным соком. Прям хорошо-хорошо. Полные баночки. Накрываю крышкой и продолжаю. Все делается очень быстро. Ну а теперь, Сережка, в темпе вальса. Хочу, чтобы помидоры остались все целыми. А, красота у меня здесь. Банки переворачиваю. Видите, сколько у меня сегодня заготовочек? Ох. И хорошо укутываю. Прям хорошо-хорошо одеялком. Вот так вот. И вот так. Оставляю на сутки до полного остывания. Ставьте лайки, друзья. Нам с Сережкой жарко, конечно, невыносимо. Мани, ты мой хороший хлопчик. А-та-та, мой хороший. А дай маме лапку. Дай лапу. Сидеть, Мани. Мани, сидеть. Дай лапу. Молодец. А вторую лапу. Молодец. Лапу. Ух. Дингенбелл. Колокольчик. Слышно, где он находится.